Джо Бонамасса – один из немногих музыкантов, кто с раннего детства выбрал для себя один единственный стиль музыки и посвятил всю свою жизнь его популяризации. Кроме того, он сумел добиться неимоверного успеха и признания великих из мира музыки, к которым вскоре и сам присоединился. Потрясающие способности выдвинули его на национальную сцену, когда он был еще подростком. Но действительно большую аудиторию Бонамасса начал собирать в 2000-х, особенно после того, как во второй половине десятилетия он объединился с продюсером Кевином Ширли. К началу десятых Бонамасса был бесспорным гитарным героем, самым популярным блюзовым шестиструнником своего поколения, и этого статуса он добился упорным трудом. Вы думаете, у вас был тяжелый год? Одна неделя жизни Бонамассы уделает ваш год. Только в 2011 году Джо выпустил больше альбомов, чем Металлика за 10 лет. Играть на гитаре маленький Джо начал в 4 года. Все началось в небольшом провинциальном городке Ютика, штат Нью-Йорк, где 8 мая 1977 года родился будущий гений современной блюзовой гитары. Всю жизнь Джо Бонамасса пребывал в музыкальном русле. Можно сказать, что музыка у него в крови. Его семья имеет богатую музыкальную историю. Дед и прадед были музыкантами, трубачами, а его отец, помимо того, что был отличным музыкантом, владел гитарным магазином. И как после всего этого ребенку не стать музыкантом? По субботам отец подходил ко мне и говорил: «Давай-ка послушаем несколько пластинок». В одну из таких суббот у нас могла играть пластинка Джеффа Бека, в следующий раз это мог быть альбом Yes или Джет Ротал. Мы сидели и слушали, а мой отец хороший комментатор, как Джеки Стюарт, освещающий гонки Формулы-1. Он мог снять иглу и сказать: «Послушай этот фрагмент», и он мог проиграть для меня басовую партию и дать оценку моей игре. Все это было очень забавно, гитары начинали играть, и я погружался в мир музыкальных открытий. И так незаметно пролетала вся суббота. Мы слушали все от Робина Форда до Клэптона. Все с начала до конца. Так много, что я до сих пор не знаю, что играет на радио. И еще тогда я навсегда отдалился от популярной музыки. Впоследствии папа и мама всегда поддерживали дарование. Мама более 10 лет являлась организатором концертов Джо, а отец путешествовал с сыном на гастролях. И вот однажды, услышав Стива Рэй Вона, Джо проявил недюжинный интерес именно к гитаре. Осваивать этот струнный инструмент юный Джо Бонамасса стал с 4 лет, а к 7 годам уже весьма неплохо играл на нем, чем радовал близких и вызывал восхищение родных и знакомых. Далеко не каждый взрослый сможет идеально снять на слух игру профессиональных музыкантов. А тут мальчик посягнул на пассажи виртуозов гитары Хендрикса и Клэптона. Первую взрослую гитару мальчик получил, когда ему исполнилось 7 лет. Это был малиновый Fender Stratocaster, получивший ласковое прозвище Рози. Кстати, Джо большой фанат Кока-Колы. Я могу назвать разницу между диетической колой, сделанной в Англии, и диетической колой, сделанной в США. Когда пьешь 12 банок в день, становишься, так сказать, кокоголиком. Скоро Бонамасса понял, что семейного круга слушателей ему мало, и для дальнейшего развития нужна сторонняя критика и опыт, который можно получить только оказавшись на сцене. В школе Бонамасса организовал собственную группу, которая выступала с концертами в западной части штата Нью-Йорк и Пенсильвания, на местных детских и не только концертах.
где он восхищал слушателей и вскоре удостоился чести играть на разогреве у великого Би-Би Кинга. Икона американского блюза настолько был восхищен его игрой, что осыпал юного музыканта хвалебными отзывами, а спустя некоторое время Джо уже открывал выступление мэтра. «Именно он сделал меня тем артистом, каким я стал сегодня», — вспоминает Джо. Уже то, как он держался, как скромно и одновременно с каким достоинством себя вел, каким щедрым и великодушным был со своими поклонниками, все это вместе с его потрясающей игрой и пением научило меня, может быть, самому главному в моей профессии. К этому времени Бонамасса заработал такую репутацию, что ему предложили место гитариста в группе Bloodline, состоявшей из детей известных музыкантов. Ударником в ней был Эрин Дэвис, сын Майлза Дэвиса. На ритм-гитаре играл Уэйлон Кригер, сын Робби Кригера из The Doors. Басистом и вокалистом был Берри Оукли-младший, сын Берри Оукли из Allman Brothers. Бонамасса был единственным, у кого не было звездных родителей. Группа, выпустив единственный альбом, распалась. Рой Уайзман был менеджером Bloodline. Он вспоминает, как позвонил Джо и сказал: «Bloodline расходятся. Они хотят заниматься другими вещами и без тебя. Знаешь что? Пошли их, я остаюсь с тобой. Хочешь играть джаз — играй джаз. Хочешь играть фьюжн — играй фьюжн». Джо было 18 лет, и он только что окончил школу. Спустя 2 недели он прислал Рою демо-пленку с запиской: «Я готов. И знаешь что? Здесь я пытаюсь петь. Извини, надеюсь, это не полная лажа». «Я вставил кассету в плеер», — говорит Рой, «и по большей части то и впрямь была лажа. Но время от времени он начинал петь по-настоящему классно. И я подумал, если он сможет целую песню вытянуть на этом уровне, все получится. В тот миг я понял, что посвящу себя Бонамассе до конца своих дней». Так Джо и Рой решили вести свои дела самостоятельно. С этого момента мы начали выпускать записи Джо Бонамассы под маркой J&R Adventures, говорит Рой. Мне было 33, и я знал достаточно, чтобы понимать, это не так сложно, как ракетостроение. В этом маленьком пруду под названием «Блюз» мы могли стать большими рыбами. Они построили свою компанию на следующих непреложных принципах. Первое. Никто не диктует им, что записывать. «Я понимал, что мы никогда не попадем в ротацию на радио», — говорит Рой. «Так что к черту идею записывать что-то с этой целью. Фактически я сказал, условия такие, ты делаешь песни, я их продаю. Никто не будет влезать в твою работу». И с тех самых пор никто в его работу не лезет. Он сам делает альбомы, я их не слышу до тех пор, покуда они полностью не готовы. У нас нет репертуарного отдела. Никто не просит послушать песню, пока она не сделана. Мы называем это церковь и государство. Он церковь, и я государство. Он не лезет в мои дела, а я не лезу в его. Это идеальный союз. Принцип второй. Они партнеры во всем. Все, что у них было, они вложили в J&R. Это их совместный проект. На заседании правления нашей компании присутствуют всего 2 человека. Так эффективнее. Большие лейблы так разрослись, что стали похожи на круизные лайнеры, пытающиеся плыть по узкому руслу. Иногда нужно принимать решения в духе: мы должны быть в Берлине, но нам нужно кое-что сделать в Гамбурге. Можем ли мы всех развернуть? С большим лейблом для этого понадобится общее собрание, и ты никогда этого не сделаешь. Принцип третий. Они целостное предприятие. Каждое действие благоприятно сказывается на остальных. Принимая на себя ответственность за все аспекты, они сильнее, чем лейбл.
менеджер, промоутер и агент по отдельности. «Я рано понял, что лейблы – это не индустрия концертов и шоу», – говорит Рой. «Они на самом деле полностью друг от друга оторваны, они не работают вместе. У каждого своя повестка дня. И я понял, в этот день, в эту эпоху они вообще не могут понять того, что мы делаем. И я сказал, черт возьми, я им покажу». Больше года Бонамасса брал уроки вокала у опытного педагога. И в 2000 году он записал дебютный альбом под названием A New Day Yesterday. Пластинка включала в себя как оригинальные мелодии, так и кавер-версии. Со свойственным ему вкусом и фантазией Бонамасса переосмыслил классику блюза и рока. В студии ему помогал ансамбль из 9 человек. Благодаря таланту продюсера Тома Дауда альбом стал успешным и достиг 9-го места в хит-параде журнала Billboard в категории блюз. «У меня не было никакого опыта пения в студии», признается Джо. «В основном я просто орал, но Том хорошо сработал. Я провел почти 2 года в совместном творчестве с ним. 2 месяца, за которые мы сделали альбом, были подобны 4 годам обучения у магистра музыки, музыкальной истории и тому, как вести себя, когда ты состоишься. Туда заходили многие студийные инженеры, им было наплевать на меня. Все хотели встретиться с Томом. Они спрашивали его об Отис Блю, о сессиях Крим, об Арете Франклин. И Том говорил им, знаете, как записывать Арету Франклин? Секрет прост, нужно поставить перед ней микрофон, остальное она сделает сама». Альбом A New Day Yesterday стал последней работой в жизни Дауда. Он умер в 2002 году от эмфиземы. Под конец он был уже как член семьи, говорит Джо. «Мне его очень не хватает». Мой первый тур с этим альбомом, вспоминает Джо, был с Джет Ротал. Йен Андерсон каждый вечер приходил и помогал настраивать мне звук, а ведь он вовсе не был обязан этого делать. Следующие пластинки, выпущенные между 2002 и 2006 годами, получили лестные отзывы критики, назвавших альбомы Бонамассы лучшими блюзовыми релизами. Лучшим украшением записи критики единодушно посчитали кавер композиции «Blues Deluxe», которую Род Стюарт и Джефф Бек написали в 1968 году для первой сольной пластинки Бека. Однако после серии грамотных, но мало продаваемых альбомов, Бонамассе угрожала опасность стать просто еще одним блюзовым гитаристом, затерянным в музыкальном море. И вот тут появился Ширли. «Я не продавал свою душу дьяволу», — говорит Джо. «Что я сделал, так это нашел продюсера Кевина Ширли, который сознательно старался вытянуть меня из мира песен с 3 куплетами и 20-минутным соло. Это был настоящий вызов. Я играю, Рой занимается бизнесом, а Кевин, по сути, он третий партнер», — говорит Бонамасса. «Когда я впервые встретил его, на мои концерты в Европе приходило 200, 300, максимум 500 человек. Сегодня нижний показатель в Англии около 2500. И это за 7 лет и 7 альбомов. Он выделяет наиболее творческие вещи, направляет энергию группы в правильное русло. Собственно, участников группы тоже он подбирает. Он не просто один из моих лучших друзей в этом мире, он как член семьи. Я впервые увидел Джо в клубе в городе Сент-Чарльз в Иллинойсе», — говорит Ширли. «Там было около 200 человек, и я на самом деле не думал, что парень по фамилии Бонамасса добьется какого-то успеха. Но я был впечатлен его очевидным талантом.
и подумал, что рамки ресторанной блюзовой группы для него слишком узкие. Так что я пошел познакомиться с ним после шоу. Он пришел в автобус, говорит Джо, и сказал: «Я настроился на твою волну, но группу нужно разогнать. Над песнями нужно работать, но если ты собираешься делать старый добрый блюз, который все вокруг делают, то я не с тобой. Но если ты готов сделать что-то новое, бросить вызов самому себе, то мы сработаемся». Он говорил волшебные слова: новое, вызов, творчество. Я ведь застрял в своей колее, не зная, куда мне двигаться. Спустя 3 недели Джо уже был в студии Ширли в Лас-Вегасе. Входит Джейсон Боном и принимает меня за техника. Я в свитере, располневший, с длинными волосами. Входит клавишник Рик Мелик, потом Кармен Рохас. У нас и 2 минут не было поговорить, как это началось. «Играйте», — сказали нам, и через полчаса у нас был готовый трек. У альбома You and Me был крошечный бюджет, говорит Кевин. Его производство обошлось всего в $20 000. Отличное вложение в человека, который с тех пор стал одним из моих лучших друзей. You and Me принес Бонамасси коммерческий успех, и теперь его знал весь мир. К тому времени Джо растолстел. Он был чертовски жирным оболтусом, без обиняков, заявляет Рой. Но потом Джо начал понимать, что имидж по-настоящему важен. Он вкалывал как раб на галерах и не ел. «Я отъел себе настоящее брюхо, когда переехал в Калифорнию», — говорит Джо. «Растолстел от успеха. Когда я жил в Нью-Йорке, у меня часто не было денег на еду, и я не доедал. Потом в карманах зазвенело и понеслось: девушки, рестораны. Чем больше денег я зарабатывал, тем толще становился. Я думал, что я мистер Крутой. Я играл блюз. Меня возили другие люди, так что я мог позволить себе выпить после шоу. Мог есть все, что захочу. Я был обеспечен. Но прежде чем ругать химчистку за то, что твои майки все время оседают после стирки, стоит посмотреть на себя в зеркало. Помимо лишнего веса, он еще и выходил на сцену в той же одежде, в которой ходил весь день. Я выходил в тех же джинсах, каких угодно ботинках и в застегнутой наглухо рубашке. И так Джо постепенно раздувался, мутируя в слономассу, покуда Кевин Ширли не пришел посмотреть на него в знаковый момент его карьеры. Первое выступление в роли хедлайнера на House of Blues. «Его вес меня не беспокоил», — говорит Ширли. Но он был одет в мешковатые джинсы, грязную клетчатую рубашку, бейсболку и кроссовки. То, что он носил весь день, кроме маленьких облегающих солнцезащитных очков, которые он надевал перед шоу. Я написал ему по электронной почте: «Джо, ты выглядишь как зачуханный селянин». Я сказал, что если он хочет быть блюзменом, то должен уважать жанр, ведь Би-Би Кинг, Альберт Кинг, Мадди Уотерс и даже Хаулин Вульф всегда выглядели на сцене стильно. «Я обиделся», — говорит Джо. «Я же за эту рубашку немало денег отдал. Это же Хьюго Босс. А он: мне плевать, она выглядит как дерьмо». И я принялся вытапливать из себя жир. Он сбросил 10 килограммов за 3 недели. Купил красивый костюм для шоу. И когда потом увидел фотографии, то понял, в этом что-то есть. Теперь он подбирает одежду и обувь для каждого тура. «Магазин одежды, ваш друг», — улыбается Джо. Внутренний голос может брюзжать: «Чувак, да нафига это все?» Но посмотрите на фото Мадди Уотерса и других олдовых блюзменов. Они одеты стильно. И я все время твержу себе, что должен одеваться лучше, чем зрители в зале. Кроме сольного творчества, Джо был замечен в нескольких весьма интересных музыкальных проектах. Глен Хьюз и Джо Бонамасса встретились в 2006 году на одном из выступлений в Калифорнии. Пару лет им понадобилось на то, чтобы созреть для совместной деятельности.
Кевин Ширли порекомендовал взять на ударный Джейсона Бонема, а вскоре к ним присоединился Дерек Шаринян. Новоявленная супергруппа получила название Black Country Communion. В 2010 году музыканты выпускают дебютную одноименную пластинку, которая вызвала большой интерес как среди критиков, так и среди фанатов. В Британии альбом, являвшийся отличной смесью харда и блюза, достиг 13-й позиции в чартах. Почти сразу после выхода первой пластинки начали ходить слухи, что это проект на долгие годы, и музыканты уже готовят второй релиз. Слухи оказались правдой, и уже в 2011 году в продажу поступает вторая пластинка. Несмотря на то, что работу критики приняли даже еще более позитивно, в чартах пластинка показала более посредственные результаты. В 2012 году коллектив выпускает третью работу, который поддержал заданную предыдущим альбомами планку. Но в скором времени из стана Black Country Communion пришли плохие новости. Бонамасса решил сконцентрироваться на сольном творчестве и покинул коллектив. Фактически это ставило точку в истории группы. Но спустя 3 года было объявлено о том, что музыканты объявили о своем воссоединении, причем инициатива исходила от Бонамассы. В 2017 году группа выпустила 4-ю пластинку, которая заняла рекордную 7-ю строчку в Англии. После этого музыканты вновь сделали перерыв на сольные проекты и пока так и не собрались. Еще один проект – это Rock Candy Funk Party. Этот проект, который организовали гитарист Рон Де Джезус и барабанщик Тал Бергман. Идея проста – играть с друзьями для своего удовольствия инструментальный фанк-рок в небольших клубах. Со временем коллектив перерос в формат увеселительного джема и превратился в нечто более весомое. Тал Бергман, работающий на постоянной основе в группе, аккомпанирующий Джо Бонамассе, предложил гитаристу присоединиться к проекту, на что Бонамасса с радостью согласился. Но оказалось, одного громкого имени недостаточно, чтобы записать достойный альбом. Дебютный альбом вышел вялым и неубедительным. В 2014 году музыканты записали концертный диск и выпустили концертное же видео. Вживую получилось бодрее, чем на дебютном альбоме. И все же был нужен еще более горячий и яркий материал. И он появился на Groove is King. Музыканты поймали настроение и выдали настоящий грув. Жирный, мощный, упругий, способный расшевелить и заставить двигаться даже тех, кто вообще не танцует. Groove is King – инструментальный альбом, никаких песен, блюза на альбоме нет. Так что у меломанов есть возможность услышать и оценить совсем иного фанкового Бонамассу. Отдельно стоит отметить сотрудничество Бонамассы с американской блюзовой исполнительницей Бет Харт. Не помню, когда впервые узнал о ней, признается Джо Бонамасса. Видел ее, наверное, по какому-то телешоу. Но когда бы мы ни гастролировали по Европе, наши дороги всегда пересекались. Мы оказывались в одной и той же гостинице и выступали на одних и тех же фестивалях. Помню, она выступала за час до меня. Я слушал весь концерт с раскрытым ртом. Это было невероятно. А немного погодя, мы с Кевином записали мой новый сольный альбом. А тогда я слушал диск The Rolling Stones, где гостят Айк и Тина Тернер. Я подумал, хорошо бы сделать какой-нибудь похожий дуэт. И тут меня осенило. Бет Харт. Бет откликнулась на приглашение, записала гостевую партию, а у опытного комбинатора Кевина Ширли уже закрутились в голове варианты различных проектов. Остановились на том, что лучше всего определил Джо. Возьмите хороший голос, хорошие песни, остальное произойдет само собой. То есть альбом Харт и Бонамассы Don't Explain – первый в карьере певицы диск кавер-версий. Когда мы выбирали песни, Джо сказал: «Просто напиши то, что тебе нравится, ведь тебе же их петь». Свои списки написали и он с Кевином.
Среди них были изумительные вещи, которые я раньше не слышала. Например, песня Мелоди Гардо «Your heart is as black as night». Your heart is as black as night. Оказалось, ее автор девушка, попавшая в автокатастрофу. У нее была повреждена гортань, и чтобы вернуть способность говорить, врачи прописали ей пение. Оказалось, у нее изумительный голос и композиторский талант. И я поняла, что кто-кто, а моя мама эту песню точно оценит. Your heart is as black as night. В итоге песни распределились поровну. 5 выбрала Бет, 5 Джо с Кевином. Результатом совместной работы стало попадание в билбордовскую тройку и высокие места в европейских хит-парадах. А уже второй альбом дуэта, записанный в 2013 году, номинировали на Грэмми. Бонамасса снова объединился с Бет Харт для «Черного кофе», альбома каверов, который был выпущен в январе 18-го. Ну а тогда, после выпуска Sea Soul, он снова вернулся в студию, чтобы записать свой 11-й сольный студийный альбом. В благодарность своим поклонникам за их постоянную поддержку, Бонамасса объявил, что альбом станет его первым релизом, в котором будет полностью оригинальный материал. Осенью 2014 года появился Different Shades of Blue с 11 новыми песнями, написанными Бонамассой в соавторстве с различными авторами. Джо выпускает по альбому в год, фактически каждые 12-15 месяцев. Мне часто говорят, не слишком ли часто вы выпускаете новинки? Может, лучше сначала дать предыдущим полностью распродаться? Но мы поступаем по-своему, и вот почему. Если у вас нет радиоротации, ваша запись актуальна всего около 10 секунд. Вы получаете прессу в течение 30-60 дней после того, как альбом готов. Потом Джо должен проехаться по клубам и отыграть. Когда он вернется в эти клубы год спустя с той же программой, чем это может быть интересно местной музыкальной прессе? Ничем. И она не будет о нем писать. Так что если у вас нет ротации, чтобы поддерживать альбом на плаву в течение 2-3 лет, а это оптимальный промежуток времени между альбомами с точки зрения современной индустрии, вам нужно что-то еще. Поглядите на старую гвардию. В 60-е, 70-е там пекли альбомы как пирожки. Выпускали их дважды в год, раз в год, но никогда не раз в 3 года. Вот я и подумал, раз мы не можем засветиться на радио, мы будем выпускать по альбому в год. Ведь это способ вновь и вновь привлекать к себе внимание музыкальной прессы. Делая так, отправляя Джо в дорогу год за годом, мы добились своего без помощи радио и ТВ. Как бы еще мы могли бы этого добиться? В начале 2015 года Бонамасса отправился в полностью акустический тур, в ходе которого он по-новому исполнил некоторые из своих самых известных песен. Тур включал в себе 2 ночи в легендарном Карнеги-холле в Нью-Йорке, которые были сняты и записаны для потомков. На выступлениях его поддерживала вся группа вместе с приглашенными музыкантами, включая китайскую виолончелистку и эрхуистку Тину Го и египетского перкуссиониста и композитора Хосама Рамзи. Запись была выпущена в середине 2017 года. В 2016 году состоялся релиз пластинки Blues of Desperation, получивший высокие оценки критиков.
А в 2018 году был записан не менее успешный альбом Redemption, проиллюстрированный серией видеоклипов. In my redemption, how long till I drink from the fountain? Redemption, how high to the top of the mountain? В 2020 году он выпустил альбом Easy to Buy, Hard to Sell, своего инструментального сайт-проекта Sleep Easy. Bonamassa вернулся к сольной карьере в 2021, выпустив альбом Time Clocks. Записанный с его давним продюсером Кевином Ширли, они работали на большом расстоянии из-за всем известного карантина. Также Джо – известный коллекционер музыкального оборудования, обладающий такими раритетами, как Gibson Les Paul 1954 года, Fender Telecaster Терри Рида 1952 и многими другими. Кроме того, исполнитель является партнером Фонда поддержки и развития блюза, финансирующего студентов и преподавателей, у которых есть желание, но нет ресурсов для реализации творческого потенциала. Джо активно занимается пропагандой блюза, выступая с лекциями и мастер-классами перед молодыми музыкантами. Everything is so bad. Why hang on to line me? Так кто же такой Джо Bonamassa? Как бы это сформулировать? Давайте посмотрим на боксеров. Есть бойцы, у которых идет сухая серия из 57 боев, выигранных нокаутом. О них шепчутся, их боятся, но в начале карьеры их тоже отправляли в нокаут. Потом поперло, начались победы, появился рекорд, но где-то они тоже проигрывали, только об этом мало кто помнит. Мои поклонники хотят видеть, как я становлюсь успешным. Они делают это целью своих собственных жизней. Они берут коробки флаеров и засовывают листовки под дворники машин. Это потому, что даже если ты болен или занят, за окном дождь, ветер и холод, а перед твоим автобусом стоят 5 человек, ты не пройдешь мимо. Под дождем и ветром будешь фотографироваться, давать автографы и так 50 тысяч раз подряд. Это и есть фундамент карьеры. Только никогда не надо думать, что кто-то тебе что-то должен.